универсальные законы эстетики. Конечно нет. Нет, конечно. Нет, Я бы конечно. сказал, что скорее да, чем нет. Нет. Ну, Однозначно как нет? Именно Однозначно поэтому, нет. именно поэтому я считаю один фильм крутым, а ты другой фильм крутым. И так далее. Нет, мы всего лишь в рамках погрешности. А все равно есть как бы... топ 250 MDB кинопоиска. Да-да-да, знаем, проходили. Спасибо. Так, ну, короче, я притащил тебе то, что ты просил. Окей, я смотрю, у тебя только один лист. Это что это такое? Да, но Мы же договаривались на короткометражный там фильме. Ну да, один лист для короткого метра. Ну, если ты там не прописывал в диалоге, да? Нет, я не прописывал в диалоге. Окей. Что, отличный сценарий? Подожди. Ну, смотри. Ага. Насколько я понимаю, сценарное ремесло, да? Хоть я не сценарист, ты у нас сценарист, но... у тебя все статично. Понимаешь, персонажи статичны, нет как бы развития. Где конфликт, объясни мне. Сколько ты минут... На сколько минут мы будем снимать? Ну, насколько получится на монтаже уже выяснится. А само по себе конфликт, он не обязательно должен быть проговорен вслух. То есть там Саша, она отстраняется от Даниила по каким-то причинам, неизвестным. И в этом, собственно, и конфликт. То есть мы не видим почему. Почему? То есть не понимаем, но это, тем не менее, есть. Когда что-то не показано, не проговорено, это плюс, а не минус. Ну, подожди, так у тебя ничего не происходит. Ну, то есть... Ну, смотри. Не, я понял. Эта ситуация понятна, что они отстраняются, но нужно, чтобы как бы в фабуле что-то происходило, понимаешь? Ну, ты же, конечно, не против, да, чтобы я какие-то свои привносил предложения, как продюсер. Окей, и что ты хочешь поменять? Не, ну я пока что не знаю, что поменять. Я просто хочу попробовать понять твою позицию. Мне нравится как бы завязка твоя, вот про армию, да, это как мы и думали, что это хорошая тема. Потому что реально там экстрим, понимаешь? Ну да, собственно, ты и попросил-то армейскую тему задействовать. Это все неправдоподобно, понимаешь? Там другие эмоции. Там ты не будешь так просто спокойно сидеть, понимаешь? Ну, в армии, может, и там, как бы да. Ты, наверное, ревность какую-то чувствуешь, какая-то, знаешь, тебя ждет эта девушка, но ты вообще не знаешь, чем она там занимается на воле. Понимаешь? Пока ты здесь сидишь, она может все что угодно делать, понимаешь? Ну вот смотри, как можно улучшить? Смотри, мы давай сделаем такой конфликт. Он, пока был в армии, он по соцсетям смотрел, чем занимается эта чувиха, потому что, знаешь, это единственное, о чем он должен был думать, потому что у него осталась на воле эта баба, и он ей говорит, типа, я там вижу, с кем ты общаешься, у меня все отобразилось на экране. То есть это, это сразу типа недоверие между персонажами. Вот именно, вот видишь, недоверие открывается, такое как бы, понимаешь, казалось бы, они близки, а оказывается, они не так уж и близки. Так нет. Ты смотри, вот мы сюда вставим, что... Нет. Сейчас испортишь весь сценарий. Конечно, да, потому что я продюсер этого проекта, потому что это моя кинокомпания, это моя синемагия. Она говорит, что не хочет с ним целоваться, и он обижается на это, понимаешь? А у тебя все такие персонажи сдержанные, что даже непонятно, они что-то чувствуют или нет. Вот, в этом и, типа, прикол.
То есть ты сразу не понимаешь, что у него на уме, и это интересно становится. А когда сразу чувак реагирует, во-первых, он сразу как бы не может так типа реагировать. Типа, о, нет, Как ты не типа, может? Он ты мне сидел- нет, и я тебе Он нет. сидел в этой ответ части сразу 2 же. месяца, понимаешь? И сдерживался. А тут она приходит, и для него как бы долгожданное событие. Он еще и думал, может, ей говорить это, не говорить. Но учитывая, что она себя так ведет, как ТП какая-то, да, то, конечно же, он должен прореагировать. Понимаешь? Ей тоже сказать, что если она он- тоже не без греха. Это если он типа не доверяет ей и все такое. То есть это, ну, А как он может ей доверять, короче, макет если она в получается. соцсетях, да, ну, какой-то просто так себя ведет, как будто бы его даже не существует больше. Но мы можем это не привносить. Может быть, она так себе не ведет. Это, Ну, это в смысле, ты как она придумал. ведет? Это правда жизни, то, что она себя так ведет, понимаешь? Потому что она себя так реально ведет, понимаешь? Нет, я не Он понимаю. её- он Этого её- персонажа как бы придумал я, и я не подразумевал, что он себя так будет вести. Ну, ты просто не знаешь этого опыта, понимаешь? У меня такой опыт есть. Смотри, я думаю, что он ее прогоняет, но дальше у тебя концовка очень депрессивная, ну, на мой взгляд. Ну да. То есть не то чтобы депрессивная, а просто фильм как бы просто утухает и все. Понимаешь? И он не Понимаю. оставляет как бы... Я это специально сделал. Нет развязки. Ну, специально, да. Я тоже могу сказать, что я специально... Как будто... Легко сказать, что когда ты специально что-то очень неинтересное и унылое сделал, и не привнес как бы фантазии, понимаешь? Ну зачем-то ты позвал меня писать сценарий. Знаешь, что он будет Ну, потому что скучный ты и депрессивный. специалист в кино. Ты смотрел много фильмов, ты синефил, ты, наверное, знаешь... Ну, я думал, ты знаешь, как писать. Ну, и вроде бы ты придумал хорошую такую историю, Да, которую несколько. я чуть-чуть привнес щепотку, поперчил. Он может никак не показывать. Он может просто стоять и молчать. И держать Это, в себе. это как бы вся суть твоя, да? Просто стоять и молчать. Ну да. Люди не всегда переживают экспрессивно и бьют кулаками в стену, когда им что-то не нравится. Настоящее кино становится трогательным и интересным, когда там условная реальность, понимаешь, приподнимается реальность. То есть все эмоции максимализированы. То есть оно и должно быть такое немного неестественное. То есть, может быть, он даже ее начнет сам выгонять, знаешь, толкать, типа, пошла отсюда. Он берет снег с земли, это же зимой происходит, Ну, да. кидает в Сашу, типа, снежки, в лицо ей за шиворот засовывает снег, говорит, уходи отсюда, сам за ней, как бы, может быть, еще гонится, снежками прогоняя, а потом он просто останавливается и просто падает на землю, лицом в снег. Это так, типа сразу больше... Вот Просто ты встретились. назвал сценарий «Свобода», да? Ну да. И- Ну это рабочее название. Неважно, мне нравится, хорошее название. И вот Даниил, он прогнал эту Сашу, ведьму, и теперь Ну, он как свободен. прогнал? Это... Ну ладно, если мы говорим уже... И он уже может теперь делать все, что хочет. Смотри, он приходит на остановку. Смотри, что я придумал. Даниил приходит на остановку и знакомится с новой девушкой. Там другая Да девушка ладно. ждет кого-то другого. Да ладно. Приходит на остановку, и там его ждет Серьезно? Вероника. Ну, мне вообще-то очень нравится эта идея. Хоть я ее сам придумал, мне очень нравится. Зритель, может быть, ждет, что там будет Саша на остановке. Но, видишь, удивляет зрителя. Это основа, чтобы держать его, интерес поддерживать. Потому что если на экране происходит то, что как бы очевидно, и ничего такого нетривиального не происходит, то у человека просто рассеивается внимание. Он будет смотреть в Удивлять другое можно место. как-то более тонко, не обязательно в лоб, там, типа, о, Ну, смотри, вот я не смотри. ожидаю, а тут, типа, горилла появляется. Ну, я в тоже кадре, не да. говорю, что там взрывается планета и так далее, да. Я вообще-то тоже все на человеческой психологии пишу сценарий. Ну, свои идеи привношу. Поэтому это тоже достаточно тонко. Зависит от того, как срежиссировать, опять же таки. Это тоже можно очень сдержанно снять. Можно очень как бы реалистично. Как Бергман снять, что он подходит к этой остановке, видит там эту новую девушку и тоже так говорит. То есть мы сможем снять это в каких-то, типа, сдержанных там... Но мы можем более, черно-белым там, все типа... сделать. Нет, черно-белым это как бы, это... Но все равно будет сдержанно. Именно, если- именно по манере, Я вот, понимаешь? ну, смотри, мы Что-то более такое, типа, ну, тонкое. Ну, блин, я не Ну, знаю, мы можем вот сказать. как, Я не люблю фильмы, статично которые... это снять достаточно статично. Привет. Привет. Как тебя зовут? Девчонка, кого ты ждешь здесь? Меня? Какая тебе разница? Ну слушай,
Я только что расстался со своей девушкой. Твои проблемы. Ну ты вроде нормальная девчонка. Давай познакомимся. Чего ты так взял? Ну ты нормально выглядишь. Ты тоже, да, навещаешь здесь своего парня в части? Я тоже служу. Ты служи дальше. Ну слушай, что ты такая холодная? А Ценности что, наливаешь, да? а что я сейчас должна сказать? Как насчет? Ты прикольный. Ты прикольный. Как тебя зовут? Давай познакомимся. Я не привыкла так знакомиться с людьми. Как так? Что ты от меня хочешь, каких-то конкретных ответов? Ну слушай, ну я уже вижу, что ты нормальная девчонка. Да, я знаю. Мы здесь только вдвоем с тобой. Это не то же самое, что знакомиться на улице. Что твой парень? Ты думаешь, он такой же высокий и красивый, как я? Да нет. Вот именно. Я Давай я буду твоим новым парнем. Давай. Подожди, ты не можешь так быстро. Вот именно, Руслан. это про то, что я и говорю. Про что? Не я нужно так говорю. быстро, нужно поломаться дольше. Понимаешь? Еще дольше. Ну конечно. Ну, окей, нужно ну я долго просто, у меня ломаться. просто сомнения возникли, что ты сейчас, типа, потому что я могу так до бесконечности гореть, понимаешь? Я могу Не, до не бесконечности гореть, типа, иди ты вообще отсюда. Ну, давай я тебе потом знак, когда уже нужно соглашаться. Окей. Я сделаю вот Рыцарский так. знак. Это значит, что уже нужно соглашаться. А до этого Отлично, момента ты отлично. ломайся. Привет. Привет. Ждешь автобуса, да? Жду автобуса. Навещала кого-то здесь. Как тебя зовут? Какая тебе разница? Ну, ты выглядишь как нормальная девчонка. Просто познакомиться с приятным человеком. Я бы не назвала тебя приятным. Ты же меня не знаешь. Но впечатление ты не производишь приятного человека. Приятные люди так не знакомятся. Как так? Приходят и в лоб спрашивают. Да ладно, ну ты хочешь, чтобы у меня какая-то фразочка была? Мне надоели все эти фразочки. Да. Ты знаешь, у меня сегодня произошло... Я расстался со своей девушкой. Неудивительно. Ну чё ты играешь в такую недотрогу? Это ее была вина. Она не искренняя. А я искренне, понимаешь? Я не живу по условностям, я все делаю искренне. Я теперь просто хочу искренне с тобой познакомиться. Ты выглядишь как нормальная девчонка. Я знаю, что я выгляжу как нормальная девчонка. Как тебя зовут, нормальная девчонка? Вероника. А меня Даниил. Будем знакомы. Я не могу, это смешно. Что смешно? Почему? Что смешного? Я не могу себя сдерживать вообще, это реально очень смешно. Это смешно, потому что мы не профессиональные актеры. Ты реально начинаешь меня бесить. Давай продолжать играть. Они, ну, ты смеешься, просто подойди профессионально к этому. Это нормально, это импров, это нормальная техника для Окей, диалога. Ну я не актер. Это не важно, мы же не играем как актеры, мы текст прописываем. Черт. Как бы это могло быть, понимаешь, чтобы протестировать, хороший остальных. Мне пока что все нравится. А, А меня Даниил. Ты здесь навещала кого-то? да. Кого? Своего парня, что ли? Только не говори, что своего парня. Ну, а кого еще можно навещать? Кого еще девушки навещают? Слушай, ну твой парень, он что, такой же высокий и красивый, как я? Ну, не такой же высокий. Ну, может быть, я буду лучше твоим парнем? Что на это Ты скажешь? издеваешься? Нет, я не издеваюсь, но просто мне надоели, знаешь, все эти игры. Мне хочется прямоты в общении.
Ну, это твои проблемы. Разным людям хочется разного. Мне не хочется, чтобы ко мне подходили случайные люди таким Ну образом. я же не случайный человек, я же Как ты Даниил. случайный? Я Даниил, мы с тобой знакомы. Да Мы с не, тобой прекрасно. встретились. 2 минуты назад ты называл свое имя. Ну слушай, это, может быть, это знак, что мы встретились здесь, на этой остановке посреди снежной пустыни. Знак чего? Знак того, что нам нужно быть вместе. Что я высокий, и ты прикольная. Прекрасно. Логика. Слушай, моя девушка, она сказала, что не будет ждать меня из армии. Может быть, ты меня дождешься и станешь после этого моей девушкой. Ну, я бы так не загадывала наперед. Ну, ты посмотри на меня, я же выше твой, чем твой парень, и лучше во всех отношениях. Ну да, мой парень не идеальный. Вот именно. Наверное, его гнобят здесь, деды. Да? Но он об этом открыто не говорит, но да, похоже. Я могу Очень защитить похоже. твоего парня, если пообещаешь, что ты станешь моей девушкой и дождешься меня из армии. Ну хорошо. Окей. Ты будешь моей девушкой? Я буду твоей девушкой. Вероника, я тебя люблю. И тут я тебя целую. Это романтическая концовка. О боже, о боже. И потом прощаюсь. Пока, Вероника. И ты такая сидишь, так скрываешь улыбку. Типа, только что произошел самый чудесный момент в твоей жизни. Cut to black на лице Вероники. Да. Прелесть. Да, заходите. Присаживайтесь. Здравствуйте. Меня заходите? Да, заходите. Вы почитаете свой. Ну, сейчас расскажу. Вы не против, да, что мы поснимаем здесь для Конечно, бэкстейджа? за. Хорошо. Закрывать? Да. Присаживайся. Михась. Михась, а вас как зовут? Меня? Да. Алиса. Алиса и Михась. Алиса и Михась. Так. Ну, давайте вторую и третью, да, сцену. Вы можете прочитать сценарий, по крайней мере, до третьей сцены включительно. И попробуем прочитать, ну, не, от вас я многого не жду, просто мне интересны интонации ваших голосов. Что скажете про сценарий? Диалог. Не знаю, что сказать. Чувствую. Если чувствую, почему вы так далеко сели друг от друга? Мне сесть ему на колени? Ну, можно чуть-чуть поближе. Что у нас здесь записалось. А, все. Я так по тебе скучаю. Я скучаю по твоему запаху. Я тоже скучаю. Я тоже скучаю по тебе и по твоему запаху. Вот я могу, можно дать такое направление движения для Михася? Я первый раз бачу. Представь, что вот ты такой есть, ну, твой персонаж,
Но представь, что ему взяли такой большой шприц, так, тестостерон. Понимаешь? Окей. Ты должен показать, что ты мужик. Это, может, сильно непонятные метафоры. Просто увереннее чуть-чуть. Ну хорошо, увереннее. Не, я все зрозумел. Но как будто Ага. третью сцену давайте. Что такое? Ты не хочешь целоваться? Спасибо большое. Я тоже скучаю. Я тоже скучаю по тебе и по твоему запаху. Мне уже недолго осталось здесь прозябать. Я знаю, но все равно. Я так по тебе скучаю, что стараюсь поменьше о тебе вспоминать. Ну, все равно вспоминаю о тебе каждые 2 или 3 минуты. Я вообще не могу о тебе не думать. Как ты вообще там живешь? Как живется на воле? Даже не знаю, что тебе сказать. Да все что угодно. Ну, да ничего. Вот Васька заболел на той неделе. Водил его лечиться к ветеринару. Бедный Козик. И как там он? Да хорошо уже все. В очереди долго сидели, а потом сказали, что у него просто несварение. На работу ходишь? Конечно, ты что думаешь? Недавно вот день энергетика отмечали. Один парень сильно напился прямо на работе, а потом на коридоре попался на глаза нашему заму. В общем, для всех была неприятная ситуация. Что такое? Ты не хочешь целоваться? Я тебя люблю. Я тоже. Прости, мне слишком больно целоваться сейчас. Зачем ты тогда вообще приехала? Да я не против разговаривать, просто целоваться не хочу. Ну что такое? Ты знаешь, я заходил в интернет в субботу. Нам разрешили. Я заходил на твою страницу. И что дальше? Я все там увидел. Я увидел все твои лайки, и кому ты их ставишь. Не понимаю. Какие лайки? О чем ты вообще говоришь? Я видел все лайки, которые ты отправляла другим парням. Ну и что? Это же всего лишь лайки. Нет, ты отправила лайки в личку этому Денису. Кто вообще такой этот Денис Иванов? Да откуда я знаю? Просто чувак с интернета. Знаешь, ты вообще, ты мне всю жизнь испортила. Я тут в этой части гребаной прозябаю из-за тебя. Постоянно прозябаю из-за тебя. Нет, все видел, понятно? Ты лгунья, и больше я не желаю тебя видеть. А, получила, да? Съела? Съела, да? Зря я сегодня приехала вообще сегодня. Что? Да на тебе вообще сюда. Спасибо. Поцеловаться на халяву. Молодец. Ну вот, может быть, даже не на халяву получится, если возьмем вас на роли. Но вы свободны же в следующую субботу? В следующую субботу съемки. Так я думал, мы уже все, вы взяли нас? А нет? Ну, посмотрим. Вот тут пока Тут у нас много, список. ну просто сейчас трудно принимать решения, нужно. Я могу помочь. Так. Ну, спасибо вам. Вы, в общем-то, можете быть свободны. Я поняла. Да чего ты всем говоришь? Ты всем так говоришь? Ну, как я говорю? Свободно, типа? Ну, типа, Свободны. пиздуй, Мы да. вам перезвоним, вы свободны. Ну, а как нужно Всё. говорить? Как нужно говорить, чтобы людей не обижать, ты считаешь? Ты, наоборот, так больше пугаешь людей, понимаешь? Это чаще всего считается как, типа, ты уже принял решение, все такое. То, что не было на собеседовании никогда. Мы никаких решений не приняли. Это вот наш друг, может быть, какие-то там принимает Понятно. тайные решения. Но главное здесь я. Может, так. Что сцена, может, не самая удачная. В смысле, это самая лучшая сцена. Это лучшая сцена, потому что Ну, это... я ее писал.
Мне он не нравится. Ну, Вероника из такой четвертый, мы хотим Веронику проверить. Как вас зовут, скажите? Да. Анна. Анна, да, Анна. Вероника — это обычная наша белорусская девушка. Угу. Из провинции. Из провинции? Почему из провинции? Ну, когда так А- говорят, мне кажется. Да нет, Типичная городская персонаж. девушка. Хорошо. Откуда ты такой вывод сделал? Потому что я изобрел этот персонаж. Да? Михась, ты помнишь? Большой шприц с тестостероном. И снова. Ничего Да. не поменялось. Еще больше, тебе двойную дозу проводят. Ну, блин. Очень быстро меняются, герои меняют свои решения. Вероника, например. Но это драма, понимаете, это драматургия. Ну да, яна так хутка в житті не поменяла. Вот именно, в жизни, а это кино. Меня зовут Вероника, понятно? Вероника, скажи, ты кого-то в части навещала? Своего парня там? Ага, кого же еще? Слушай, да неужели твой парень такой же высокий и красивый, как я? Какой у вас рост, Михась? 164. Ну хорошо. Ну вот оставьте свои данные, пожалуйста, на листочке, да, и можете быть свободны. Мы с вами свяжемся. В армии тебе отбили весь мозг. Но ты все равно крутой. Хорошо. А Вероника — это обычная наша белорусская девушка. Феминистка. Феминист. Почему феминистка? Ну я не знаю, ну, к примеру. Почему ты всем говоришь, что это феминистка? Это не Но феминистка. все девушки по умолчанию феминистки, потому что они выступают за равные права женщин. Ни одна девушка в своем уме не скажет, что они не выступают. Ладно. Главное, чтобы не экстремальные феминистки, потому что это ужас на самом деле. Я сегодня смотрела фотографии с парада, и, в общем, очень много было феминисток. И то, что они вот, и очень примечательно то, что некрасивые девушки, они как-то вот пытаются. Я извиняюсь. Такое, не, ничего, нормально. Просто Я неформальная согласен, я обстановка. Есть некоторые феминистки, потому что они извратили само понятие феминизма. Да, я с вами согласна. А часть там, где Данила садится на скамейку и страстно целует Веронику. Ну, можете сыграть, если вы хотите. Но Ваши это партнерши. не обязательно, да. Привет, как дела? Подожди, ты тестостероновый монстр, ты должен гораздо быть круче, наглее, увереннее. Привет, как дела? Как тебя зовут? Что тебе надо? Да ничего, просто хочу познакомиться. Прикольно. Не знакомлюсь на улице. Да какая же здесь улица? Мы вдвоем оказались посреди снежной пустыни. Меня зовут Данила, тебя? Вероника. Ну, Вероника. Какое классное имя. Вероника, скажи, ты кого-то здесь ждешь? Может, в части кто-то? Парень у тебя? Конечно, кого я еще могу ждать в части? Слушай, а неужели твой парень такой же высокий, как я? Смотри, высокий. Он что, такой классный? Присядь. Ты в своем уме? Ты издеваешься или что? Что ты от меня хочешь? Что тебе надо? Мне все равно, что ты думаешь об этом. Ты мне просто понравился, я подошел. Чувак, отстань от меня, ты какой-то сумасшедший. Слушай, я давно не общался с девушками, мне немного неловко. Ну, я не хотел бы условности. Я хочу, чтобы ты была моей. Я Да, тебя моей. даже не знаю. Что значит не знаешь? Я же Данил, мы только что познакомились. И все равно я выше твоего парня. Ну, смотри. О, значительно нет? выше. Ну, вот, смотри, я выше. А еще Так, посмотри, так. какие мышцы. Так, стоп. Это какой-то абсурд. Слушай, а твоего парня здесь гнобят? Еще бы гнобят, он тряпка просто. О, да. Я бы мог его защитить, слушай. Я бы мог попросить дедов, чтобы его прикрыли. Правда? Ну, конечно. У меня тут свои кореша есть. Даешь слово? Ну, готово. Слово Данила. Прикольный. Представьтесь, как вас в реальной жизни зовут. Хорошо. Я Вергилий. Северный город Беларуси, город Верхнедвинск. Если в деталях на карте, то это самый ее верх. Витебская область, да. Вы специально сюда приехали ради этого. А вы шарите. Просто я часто слышу, а где это?
Да. Это наш друг Руслан, он приехал с Витебска. Вы витебчанин, я витебчанин. Какие вам еще нужны доводы, чтобы прошел этот кастинг по-братски? А вас как зовут? Так, меня зовут Анастасия. Что читаем? Так, я живу в Минске, 21 год. Вот снимаюсь уже в разных фильмах, клипах около года. Какой самый известный проект, в котором вы засветились? Где вас мы могли увидеть? Видите? Ну, МТС. Можете не видеть, да. Я ее туда привел тоже. Да. Так, ну и, конечно, проект мне неизвестный, но там меня видно лучше. Это реклама для торгового центра МОБа. Там я играю заложницу. Ты служил? Типа Смотрел у меня, какие-нибудь фильмы про армию? Солдаты. Отлично. типа меня как бы заколдовывают, да? Вроде того. Своим А, просто ну. шармом, мужественностью. Ну, в смысле, это как магия. Или это... Вроде Я, того. я немножко или это- я быдловат немножко или просто... Нет, и в ту же меру интеллигентен. И то, и другое, все напористый. сразу. Понимаешь? Студент БГУ попал в армию. Студент БГУ Элитного попал в факультета. армию. Элитного факультета. Раз, два, три, погнали. Хорошо. Я не знакомлюсь на улице. Да какая же здесь улица? Мы посреди пустыни. Я Данила. Тебя как зовут? А мне все равно. Если ты думаешь, что твои слова звучат безумно, мои слова звучат безумно, и ты их так воспринимаешь, пусть так. И я выше и умнее твоего парня, моему IQ, как твоему парню, короче, как и твоего парня, как из побега Грицафина Кулана. Прогнопятно. Что ты говоришь про парня? Какой у него Понятно, IQ? дальше. Повтори про IQ. Твоему парню ты моего IQ, как хомяку из побега, как побег хомяка из колеса. Хорошо, я согласна. Смертно много раз красивее, чем мой парень. Но не сейчас. Получим роль тогда. Я буду тебя ждать, слышишь? Повтори это еще раз. Я буду тебя ждать, слышишь? Ну, теперь внушает доверие. Хорошо, до встречи. Я ее, правда, на МТС привел, и я ей собрал, что я продюсер. Ее взяли, а меня нет. Я реально ощущаю себя продюсером. То есть я выглядел на том фоне хуже, и тебя взяли, да? Да. Ну, здесь продюсер я. Это наша новая компания, будет называться «Синемагия». Снимаем фестивальный формат. А читать как бы слово в слово или можно, Ну, можете чуть-чуть отходить, но желательно общую сохранить текст. Да. Старались сценаристом вдвоем. Я и мой друг Руслан. Напарник. Да, можете начинать. Вы готовы? Окей. Да? Хорошо. Привет, как дела? Не, подожди. Давай ты больше тестостерона. Больше такой наглый, знаешь, такой уверенный, как Джеймс Дин скрестить с Трампом. Больше Трампа. Привет, как дела? Что тебе надо? Да ничего, я просто хотел познакомиться. Ты хорошо выглядишь. Прикольно. Я не знакомлюсь на улице. Ну, какая-то улица. Мы оказались посреди снежной пустыни. Меня зовут Данила, а тебя как? Подожди, Федя. Чуть-чуть, может, помедленнее и чуть-чуть так, знаешь, типа расслабленно, уверенно. Ну, ты вот видел по телевидению, как выступает Трамп? Да, я видел, но я думаю, что, честно говоря, не совсем подхожу для этой роли. Да какая же здесь улица? Мы вдвоем оказались посреди снежной пустыни, вокруг никого. Меня зовут Даниила, тебя? Меня зовут Вероника. Понятно? Вероника, скажи, а ты кого-то в части навещала? Может быть, своего парня? Ага, а кого же еще? Слушай, да неужели твой парень такой же высокий и красивый, как я? Можешь еще раз эту фразу, как будто ты вот в себе уверен, знаешь, как ты такой. Слушай, да неужели твой парень такой же высокий и красивый, как я? Я мог бы стать твоим парнем, если поклянешься, что дождешься меня из армии. Как тебя зовут, скажи? Артем. А вас как зовут? Катя. Катя Артем. Катя Артем. Можно назвать. Браво, Катя. Я мог бы стать твоим парнем, если поклянешься, что дождешься меня из армии. Чувак, ты прикалываешься? Мне все равно, что если ты думаешь, что мои слова звучат безумно. Твои слова звучат безумно, и у меня есть парень. Слушай, я давно не общался с девушками, и мне надоели условности. Я хочу, чтобы ты была моей. Я же тебя совсем не знаю. Что значит не знаешь?
Я же Даниил, мы только что познакомились. Я выше и умнее твоего парня. Скажи, Вероника, твой парень здесь гнобят? Еще бы не гнобили. Он же вообще ведет себя как тряпка. Я могу защищать его дедов, если ты хочешь. Если пообещаешь, что станешь моей девушкой и дождешься меня из окна. Ты прикольный. Знаешь, хорошо, я согласна. Все равно ты в 100 раз красивее моего парня. Ты классная, но мне пора в армию. Я буду ждать тебя, слышишь? Может быть, не надо так переигрывать в конце. Попробуй вот скажи эту фразу, я буду ждать тебя, слышишь, как-нибудь драматично, но вот так спокойно. Я буду ждать тебя, слышишь? Слышу. Спасибо. Спасибо. Как вам сценарий, как вам это дело? Ну, вот интересно, на самом деле. То есть его еще можно немножко проработать, конечно. Ну, мне кажется, подумать, такой как правильно, как еще естественный, более... ну, жизненный. То есть. Да, ну мне тоже так показалось. Видишь, а ты говорил. Да, он не очень жизненный. Ну, в том эту смысле, сцену- Нет, я бывают скажу- странные парни, которые Вот реально именно, вот именно. подходят на Парни это сцену- странное бывает, но девушка, которая так быстро соглашается. Ну, Может а быть, она я злится на придумал. своего парня. Вот А кто именно. писал Что-то. сценарий? Мы вместе писали, но эту сцену придумал я. А он говорит, что это испортило весь его сценарий. Ну, Нет, посмотрим. здорово. Ага. Здорово, вот видишь? Ну что, как он? Думаешь, что я после развода и, в принципе... То есть ты можешь сопереживать стимуляцию? Ну, теоретически, да. Ну, в смысле, Да и у тебя- практически. У тебя что-то похожее было во время развода? У меня была эмоциональная жизнь в определенном плане. Ну вот, так ты вспоминай ее и привноси сюда. Забыть. Что такое? Ты не хочешь целоваться? Я люблю тебя. Я тебе тоже... Прости, мне на самом деле больно с тобой целоваться. Прости меня. Мне слишком больно с тобой целоваться. Зачем ты туда вообще приехала? Я не против разговоров. Просто не хочу целоваться. Ну что такое? Ты знаешь, я заходил в интернет в субботу. Нам разрешили. И я заходил на твою страницу. И что дальше? Я все там увидел. Я увидел все твои лайки и кому ты их ставишь. Я не понимаю. Какие лайки? О чем ты говоришь? Я видел все лайки, которые ты отправляла другим парням. И что, это всего лишь лайки? Нет, ты отправляла лайки в личку этому Денису. Кто вообще такой этот Денис Иванов? Егор, кто самый мужественный мужчина на Земле? Какой-нибудь президент, может быть. Вот! Я об этом и твержу. Может быть, Дональд Путин? Трамп. Нет, Трамп нет. Трамп, вот это настоящий мужик. Ну, может быть, Путин тоже нормальный мужик. Нормальный, но такой. Но Трамп, он круче только потому, что он выше, понимаешь? Просто. Если бы была бы драка, то Трамп бы победил. А Лукашенко? Представь, что ты пытаешься выгнать всех мусульманцев, мексиканцев, мусульман из страны. Ты можешь еще жестче вот это прокричать. Нет, ты отправлял лайки в личку этому Денису. Показать эмоцию, драму. Нет, ты отправляла лайки в личку этому Денису. Кто вообще это такой Денис Иванов? Да откуда я знаю? Это просто чувак из интернета. Нет, я все видел, тебе понятно? Ты лгунья! Я не желаю тебя видеть больше! Слушай, зря я сегодня приехала. Успокойся, успокойся. Что ты? Я так по тебе скучаю. Я скучаю по твоему запаху. Я тоже. Я тоже скучаю по тебе и по твоему запаху. Но мне уже недолго осталось здесь прозябать. Я знаю, но все равно. Я так по тебе скучаю, что стараюсь поменьше о тебе вспоминать. Но все равно вспоминаю о тебе каждые 2 или 3 минуты. Я вообще не могу о тебе не думать. Как ты вообще там живешь? Как живется на воле? Даже не знаю, что тебе рассказать. Да все что угодно. Да ничего, вот Васька заболел на той неделе.
Водила его лечиться к ветеринару. Бедный котик. И как он? Да все хорошо уже. В очереди долго сидели, а потом сказали, что у него просто несварение. Нет! Я все видел! Ты лгунья! Больше желать тебя не... В лицо кинул снежком. Все правильно. Да. Зря я сегодня приехала. Все, я ухожу. До свидания. Мне пора на автобус. Иди куда хочешь. Да, Сколько там еще мне пора идти. Я, если честно, уже опаздываю. Куда ты опаздываешь? На работу. Ну, чувак, посмотри, здесь у нас пробы фильма, который ты сценарий написал. Для тебя это должно быть вообще самое важное. Мы уже отобрали фактически всех людей. Просмотрели практически всех людей. Уже Ну, там целый очень много людей. Ты сказал, что там 5 человек. Ну, 6. чувак, отпросись с работы. Я уже пробовал. Я и так полчаса вызвонил себе лишних. Тем более ты сказал там одни девчонки. Ты там что там можешь симпровизировать? Ну а что, девчонки, я это разбираюсь, я шарю в девчонках. Не, окей, чувак, уходи, уходи из своего собственного фильма, но просто какое тогда твое участие? Я напишу в титрах, благодарю. Мы все равно будем отсматривать материал. Это не то же самое, здесь просто пиксели. Но большинство я видел, у меня уже есть что сказать, понимаешь? Как люди на кастингах, то есть, да, вот там приходят, вот, да, это он. И здесь тоже. И кто, да, это он? А вот секрет, потом узнаешь. Ну вот. Да? Идёшь. Ну ты должна сама уметь это делать. Я умею все. Потому что тебя позвали как раб. Я все умею. Так, сцена. Это мы снимаем сцену номер 4. Ты можешь чуть это кадрировать, нет? Не. Фокус выставить. Ждете автобус. Так мы 8 будем снимать? Если мы не будем снимать 8, то Нет, мы будем снимать. Нет, мы не будем снимать. В смысле, мы собираемся снимать 8, конечно. Нет. Да. Как ты себе это представляешь? Ну, очень просто. Вот, видишь, сначала мы снимаем шпан, потом ее, а потом его. Зачем? Какой в этом смысл? Потому что так кино снимают. Чего просто? А как ты собираешься снимать? Просто одним общим планом. А какой в этом смысл? Ты даже ничего не увидишь. А что ты там пытаешься рассмотреть? Ты за ним медленно веди. Я знаю. Ну хорошо, будем, значит, снимать. Кто здесь главный? Кто здесь главный? Кто будет управлять съемкой? Ты. Ну, значит, я. Мотор. Слушай, да неужели твой парень такой же высокий и красивый, как я? Ты знаешь? А я мог бы Подожди, стать... ты не нажала запись.
Классика. Ну, я не вижу ничего классического. Еще раз, значит, начинаем. Давайте еще раз. Помедленнее диалоги. Мы должны, чтобы было 7 минут хронометража. Нет, это нормально. Он говорил нормально. Можно медленнее, чтобы так, плавно. Это такая сцена драматическая. Плавно все должно быть. Ты должна плавно растапливаться, как, знаешь, как снеговик по весне. Прекрасная метафора. Он просто очень давит. Ну вот именно, он давит, но ты тоже давишься. Мотор? Да, серьезно, нажимай кнопку. Хотя у тебя одна работа, нажать кнопку. Ты же понимаешь, когда сценарий вообще чуть ли не слово в слово, то это искусственно получается. Нет, это не искусственно, это вот именно искусственное от слова искусство. Тут написан отличный диалог, понимаешь? Просто... Ну, тут каждый персонаж, да, как им удобнее, не чтобы люди подстраивались под речь, а... Ну, как бы похоже на своими словами. Да, так а давай просто пойдем на какую-нибудь другую остановку и с ней там просто люди, которые сидят. Привет, как дела? Так, все, Как тебя стоп, подождем, пока поезд проедет. Едет маршрутка. И поезд. Ну ничего, она сейчас развернется. Сейчас водила там думает, что у него сегодня много клиентов. Много денег. Кстати, сними лицо водила, который думает, что у него сейчас много денег будет. А у меня ничего не будет. Просто пустота. Хорошо, я согласна. Все равно ты в 100 раз красивее моего парня. Ты классно. Мне пора обратно часть. Что, я не понимаю, почему вам смешно, когда какие-то искренние чувства на экране? В смысле? Нет, мне смешно, что хочешь снимать историю сверху. Нет, так это не смешно, это обычно смешно. Вам смешно от искренних чувств. Вы циники. Блин, нет, крупные планы это ужас. Я думаю, меня немного смутило, как Даниил ел девушку. Это нормально, а что тебя смутило? Ты опять свои феминистические штучки? Это феминистический сценарий, ты понимаешь? Каким образом? Что каким образом? Феминистический. Ну, независимая девушка. Одна сама делает выбор в своей жизни. Какой она сама хочет. Какая из двух? Вот это Вероника, она говорит, я буду твоей девушкой. Вот и все, она дает свое согласие, он же не просто ее посреди леса. Все, окей, достаточно. Понимаешь, я человек действия. Это же кино. Можешь просто не плеваться на мою камеру, спасибо. Как? Знай иерархию. Не только гендер. Не ругайтесь. Так, не топчитесь. Лучше отойдите. Кадр ужасный. Что ужасно? Половина кадра просто корпус. Да, это норма. Так, ты снимай издалека. Ты здесь топчешься, вот отойди туда. Все, хорошо. Я скажу мотор, когда... Отойди еще чуть-чуть, пожалуйста. Вот на другую сторону дороги. Оттуда снимай. Мотор. Так у тебя не будет замечаний по актерской игре, мисс режиссер? По актерской игре? Ну, тебя? Да. Со мной все понятно. Я немного по-другому это видел, но... Вы вроде вдвоем снимаете отсюда. Почему мы хотим эту сцену? Это из-за того, что просто надо смотрела. Должно быть все хорошо технически сделано. Вот водичка есть. Нормально, просто на режущем монтаже. Дай, пожалуйста, Можно, свой если ты термос. уж настаиваешь Хорошо, на что восьмерке, актеры можно такие. просто чередовать с общим планом. Мы должны снять сцену. Мы не будем здесь раскладывать полевую кухню. Не раскладывай болевую кухню, это не важно. Вот именно. Люди мерзнут. Подожди, ну люди мерзнут. Давай доснимем это, и мы сможем тогда сделать перерыв. Я не понимаю, ты этот какой? Ты Титаник снимаешь? Нет, я никого не заставляю в ледяной воде плавать. В этом все отличие. На улице плюсовая погода. Скринборды только сегодня нарисовал. Ну и что, вот они есть. Видно все. Так нельзя. Так нельзя. Я же второй режиссер. Вот именно, ты второй режиссер, я первый. В этом вся разница. А какая разница? У меня, кстати, с тобой Какая еще разница? То есть
второй режиссер. Какие у него функции? Какие у него полномочия вообще? Все полномочия задаются первым режиссером. Все полномочия. Прекрасно. Слушать первого режиссера. Чем тогда он отличается от ассистента режиссера? Или там вообще типа от ассистента, не знаю, кого там? У тебя есть звание режиссер. Вот удовольствуйся им. Прекрасно. Носи, ты говори, вот, а что тебе не нравится? Вот тебе меньше нравится, что разряжается камера, просто какие-то... Ну это лучше. Лучше, чтобы... Мы будем снимать? Да, мы будем снимать. Тогда что ты делаешь? Пытаюсь утеплить актера. А зачем утеплить актера? Почему ты так беспокоишься о Янине? Она же даже не жалуется. Вот ждем теперь, пока поезд проедет. Почему мы только что не работали, а твои выполняли? Что ты? Почему ты нажал запись? Я не нажимала запись. Не отходить, стоять рядом. Слушать указания. Фу, ты что, говно? Это твоя типичная. Да вам лишь бы посмеяться, да? Это не говно, а грязь. Что это за... Он разбрасывает говно. FAQ для начинающих кинематографистов. Мы это вообще должны как учебник опубликовать. Слушай, ну можно Что дать смешно? перчатки человеку? Какому? Да ладно. Лёша? Сейчас уже доснимем. Это же реализм. Это же реализм, да, значит, люди должны А у них, вернуться. кстати, есть? Ты думаешь, в армии дают перчатки? Конечно, Конечно. дают в армии Ага, конечно. перчатки. Конечно, дают. Я без перчаток хожу. Хорошо, хватит. Спасибо. Ну, не то чтобы это типа сценарий моей мечты, поэтому. Так. Просто для поддержания формы. Что ты говоришь про сценарий? Ой, да, тут. Ну вот спрашивают, почему я отдал все в твои руки, хотя я типа сорежиссер, понимаешь? Я не могу это объяснить. Ну, потому что мы, ну, как бы в партнерстве, понимаешь, в партнерстве рождается супер вещи. Проехали. Кстати, хотел спросить, вот Олег уже спрашивал. Там момент такой есть, где Даниил говорит, типа, что в курсе, как Саша отправляла лайки в личку Денису. Тут два момента, я не понял. Именно с отправкой лайков в личку. Ну, это не важно все технически. То есть это просто... Ну, понимаешь, ну кто знает, когда этот фильм будет смотреть через 10 лет, какие уже тогда будут технологии. Может, тогда уже будут технологии, что и в личку можно лайки отправлять. Тем более мне постоянно ВКонтакте приходят лайки в личку. То есть такой звоночек, ты нажимаешь, и там реально сердечки всякие отражаются. Вот, поэтому я думаю, что лучше оставить лайки в личку, потому что это более драматично. Нам тут важна не техническая точность, а это, знаешь, как там яйцеголовые, знаешь, парки высоких технологий. Мы не они. Мы художники, поэтому нам нужна эмоциональная точность. Поэтому здесь именно важно, чтобы в личку именно лайки пришли, а не просто. Я, кстати, хотел спросить, куда потом это будет дело все отправляться? Ну, где оно будет фиксироваться? На фестивалях? Да. А в моменте, где я буду Саше в лицо снежком кидать, там будет... Действительно я буду снежком кидать? Ну, конечно. В лицо? Да. Стараюсь, может, не сильно. Ну, Полотенце. Только не в лицо, пожалуйста. Но, Ну хотя бы вот так. ну, посмотрим. Я так нежно кину. Это все будет к Алексею задача. Ну, как он? Не, ну я бы, конечно, кинул бы, ну так... Не, ну экспрессивно серьезно, прям. если ты не справишься, вполне Нет, сразу только тебя чтобы заставят это, ну не посидеть. прям в лицо сильно. Можно, чтобы... Может, ну, может, просто- грудь? Да, Или хотя там- бы сюда. Да, да, да. Ну, нужно, да, чтобы да. чуть-чуть не хотя бы промахиваюсь. отскочило на лицо, чуть-чуть. Холодно сидеть? Ну да. Какой-нибудь пакетик Лучше чистить. Да, вот поэтому, типа, ну, как-то можно... Не, потому что лучше... Подложить, Нет. потому что... Подложить реально. Да, Ну, взяла вот свой это пакет, всё. девушка, ну серьезно. Хорошо, а у кого-то есть пакет? вот у тебя есть тебя пакет. Нет, это все важные пакеты от техники. Ой, блин. Сценарий подложи. Нет, сценарий это святое.
Ты сценарий, твой собственный сценарий такой, что я знаю, клал под одно место? Я знаю этот сценарий, его здесь 1000 раз читал. И его выпускают из армии, чтобы он сидел на скамейке в лесу. Это так происходит всегда по сценарию. Ну, в армии реально. Тоже могу взять и пойти за территорию, если бы я служила. Это рабочий процесс. Задавай свой вопрос. Я так поняла, что Саша, она на самом деле не любит Данила, она просто как бы пришла его проведать, но она не испытывает таких чувств, как он к ней. Ну, что-то вроде этого. Между ними, понимаешь, возникла дистанция из-за того, что они долго не виделись. Не виделись. Но раньше они любили друг друга. Да. А сейчас, я так понимаю, у Саши охладели чувства, как это обычно Да, но бывает. она все еще чувствует привязанность к нему. Ну, привязанность, но нету такого, что Да, прям нету вот такого же чувства. жара. А Даниил, наоборот, ее любит. Но у Даниила больше никого нет в жизни. Только она, да, получается? Он один в армии среди дедов. Батареечка. Что батареечка? Батареечка. Кирбиц. Кто вообще этот Денис Иванов? Откуда я знаю? Просто чувак из интернета. Может, все-таки один раз Даниил попробует меньше чуть рать? В смысле меньше? Меньше Вот, раз. видишь? Не, мне нравится наоборот так. Это же наоборот. Мне, он же наоборот солдат, понимаешь? Вот. Что вот? Хорошо, а как ты предлагаешь? Хорошо, Ну, давай, а хорошо, срежиссируй ты сцену. Ну, а что... Давайте, хорошо, давай снимем еще один дубль, Не, потом хорошо. срежиссируем. Да, Второй всё режим хорошо. срежиссируем. Все по тексту, все то же самое, просто менее экспрессивно, допустим. Хорошо, ты говори. Мне или А? ему? Нет, у тебя вообще все хорошо, вот Даниил. Ну, типа, персонаж. Просто Даниил. орёт. Да. Не, Ну, то есть, хорошо, давай. Сделаем Это версию. Сделаем версию. Так это хорошо, что? Давайте еще раз. Сделаем версию. Нет, все то же самое. Я так Ну, думаю. давайте Да. попробуем. Да. Просто, грубо говоря, играется тоже абсолютно все то же самое, просто Даниил чуть-чуть меньше. Ну, я понял. И Сейчас всё. попробуем. Вот и вся версия второго режиссера. Сейчас попробую. Я прошу прощения, что заставляю садиться еще раз на... Ну, ты доволен? Да, это было лучше. Так считаю, по-моему, вышла... Просто вообще игра была более театральная, нежная в начале. А так, Ну, и это не стало я бы, менее конечно... естественным и искренним. Просто это стало менее театрально напыщенным. Ну, на мой взгляд. Ну, никто, конечно. Нет, все правильно, это очень важное мнение. Как там рассказывалась в басне? Рак, лебедь и щука. Один режиссер должен быть. Все, понятно. Ну окей, я тебе все выставил. Будешь снимать панораму. Я не хочу снимать панораму. Что, серьезно? Ты приехал, ты оператор фильма. Ты должен снять панораму. Так, мне вообще ничего не Так ты дают будешь сделать. оператором? Нет, не буду. Можешь мое имя не вставлять в титры. Не, ну серьезно, ты снимал уже много, твое имя будет в титрах. Сними панораму, подуши просто камеру, привет. Хорошо, не, я сниму, мне не трудно, окей. Как можно приехать на съемки без карточки, с разряженным аккумулятором? О, все, зашел, закрывает за собой калитку. Сейчас самолет пролетит. Что смешного? Это рабочий процесс. Смешной рабочий процесс. Для вас это все шутки, а для кого-то это профессия. Поясной план. Ручная камера, это классика. Это мучат в киношколе, когда проходят Годары. Хотя Годары я не люблю. Претенциозный режиссер. Ну, мотор. Не, ну это трясется. Годар тоже трясется. Когда все отдышатся, я их заставлю еще раз пробежаться. Каким образом? Ну без падения, а просто пробежаться, чтобы звук шагов по снегу мы могли записать бега. Так ты же будешь слышать. Нет, я поставлю на штатив рекорда. Еще раз так.
Как вам съемки? Отлично, отличный опыт. Уже есть опыт в съемках. В следующий раз, возможно, еще в каком-нибудь проекте снимут. Будет очень интересно. Как сценарий? Знаешь, неплохо. Для белорусского кино неплохо. Бывает и вообще такие сценарии, что хочется А ожидали после кастинга, что вас выберут? Вообще хотели, чтобы вас выбрали? Я хотела, и мне самой понравилось, как я сыграла Сашу. Мне показалось, что я прониклась в нее, и мне показалось, что это моя роль. И как оказалось, потом мне позвонили и сказали, что я пошла. Я была рада, если честно. Это все равно это опыт. Пригодится, особенно если ты хочешь в будущем связать свою жизнь с актерской профессией. Нет, я в детстве была актрисой. Да? Да. А потом сама захотела снимать. Ты режиссер? Начинающая тоже режиссерка. О, классно. А в каких ты проектах снималась в детстве? Я не снималась, я играла в театре. Круто. 11 лет. А после кастинга вы ожидали вообще, что вас выберут? Совершенно нет. Вообще не ожидала. Это реально было неожиданно. Потому что, во-первых, я не старалась. Во-вторых, роль мне не зашла. Ну как у вас уже впечатление от съемок? Отличная съемка. Побегал. Вы реализовали свои идеи? Нет, вообще нет. Не дал реализовать этот человек. Вы вообще почувствовали, что вы в этом участвуете, принимаете какие-то решения или хотя бы какая частичка вас будет в этом фильме? Ну, мои шаги будут, наверное, когда я буду бегал вокруг рекордера, вот мои шаги будут точно. А сценарий? Сценарий, просто дело не в сценарии, а в том вообще, как с ним обходится. Вот, я немножко по-другому все задумывал, поэтому, текст, если так первооснову брать, то текст мой, немного. Немного не мой. Вот, но подачи вообще нет. Привет. Я так скучала по тебе. Скучала по твоему запаху. Я тоже скучал. Тоже скучал по тебе и по твоему запаху. Но ничего. Недолго мне здесь осталось прозябать. Я знаю. Но все равно. Я настолько сильно скучал, что старался о тебе поменьше вспоминать. Но все равно вспоминал каждые 2 или 3 минуты. Я вообще не могу о тебе не думать. Ладно, как живешь там вообще?
Как живется на воле? Даже не знаю, что тебе рассказать. Да все что угодно. Да ничего особенного. Вон Васька заболел на той неделе. Возила лечиться его к ветеринару. Бедный котик. И как он? Да все хорошо уже. Правда, в очереди 2 часа отсидели, а потом сказали, что у него просто несварение. На работу ходишь? Конечно. А как еще? Вон недавно день энергетика отмечали. Правда, один парень так сильно напился прямо на работе, а потом на глаза нашему заму попался. Короче, для всех была не очень приятная ситуация. Что такое? Ты не хочешь целоваться? Я люблю тебя. Я тоже. Мне просто больно с тобой целоваться. Зачем ты туда вообще приехала? Я не против разговоров, просто не могу целоваться. Ну что такое? Ты знаешь, я заходил в интернет в субботу. Нам разрешили. И я заходил на твою страницу. И что дальше? Я все там видел. Я видел все твои лайки, кому ты их ставишь. Какие лайки? О чем ты вообще? Я видел все лайки, которые ты ставишь другим парням. Каким парням? Ну и что? Это ж всего лишь лайк. Нет! Я видел, как ты, сука, отправляла лайки в личку этому Денису. Кто вообще этот Денис Иванов? Ты просто чувак из интернета. Нет. Я все видел. Понятно? Ты лгунья! Я больше не желаю тебя видеть! Зря я приехала. Все, я ухожу, до свидания. Мне пора на автобус. Привет, как дела? Как тебя зовут? Что тебе надо? Да ничего такого. Просто хочу познакомиться. Ты прикольная. Я на улице не знакомлюсь. Да какая же здесь улица? Мы вдвоем оказались посреди снежной пустыни. Меня вот зовут Даниил. А тебя? Меня зовут Вероника. Понятно? Вероника, скажи, ты в части кого-то навещала? Своего парня? Ну да, кого же еще? Слушай, да неужели он такой же высокий и красивый, как я? А знаешь, я мог бы стать твоим парнем, если поклянешься, что дождешься меня с армии. Чувак, ты прикалываешься? Да мне наплевать, если тебе кажется, что мои слова звучат безумно. Твои слова звучат безумно. И у меня уже есть парень. Слушай, я давным-давно не общался с девушками. Мне порядком так поднадоело эти вот условности. Я хочу, чтобы ты была моей. Но ты же меня совсем не знаешь. Что значит не знаю? Я же Даниил, мы только что познакомились. И я гораздо выше и умнее этого парня. Скажи, Вероника, твоего парня здесь гнобят? Еще бы не гнобили, и вообще он ведет себя как тряпка. А знаешь, я мог бы защищать его от дедов, если пообещаешь, что станешь моей девушкой и дождешься меня с армии. Ты прикольный. Хорошо, я согласна. Все равно ты в 100 раз красивее моего парня.
Ты классный. Но мне пора обратно в часть. Я буду ждать тебя, слышишь? Это был фильм режиссеров Льва Зарецкого и Руслана Романова. Они впервые выступают на кинофестивале Deus Ex Machina. И сейчас, я надеюсь, у кого-то могли возникнуть вопросы во время просмотра этого кинофильма. Мало ли вдруг. У меня явно возникли, но... Конечно. Давайте так по форме, если можно, потому что как-то по содержанию у меня пока еще не сформировалось. Значит, этот товарищ военнослужащий срочной службы по сценарию, да? А второй микрофон? Нет, это сборы, военные сборы. Вот я на такие же ездил, я можно сказать, про свою жизнь снял. Партизан. Ты был тем парнем? Так подожди, я же Нет, я не снимался, это был профессиональный актер. Да, который за кадром остался. Что? Тебя девушка кинула. Это художественный фильм. Вымысел. Мой вопрос по фильму. Просто комментарий будет. Комментарий. Ну что, по поводу актерской игры. Что, конечно, чувствуется наигранность чуть-чуть. Да, но... Ну потому что это драма, ты понимаешь, это драма. Это же было в драме прикольно, я понимаю. эмоции всегда сильные. Я Поэтому понимаю. это и цепляет за живое. Да, я прекрасно понимаю, это было весьма прикольно, весьма весело, так что, народ, хочет вам сказать, продолжайте. Продолжайте, только уже, может быть, что-нибудь пожелание будет, слышите? Пожелание. Не про военное, какое-то там про мирное время там, то есть не про армию, там, Но про я просто- студенчество. Я понимаю, что ты говоришь, но я хочу сказать, что вот эта тема армия, это очень животрепещущая тема в белорусском. Да, я понимаю, да. Хотелось и нам что? ее именно поднять, потому что это касается каждого, и я думаю, что каждый должен, ну, хотя бы на месяцок сходить, чтобы... Еще одно, что касается по поводу парней. Да, вот есть такая достаточно не острая, но островатая чуть-чуть тема такая, что да, парни не доверяются девушкам, да, ревнуют, но бывает так, что девушки сами дают им повод ревновать там. То есть себя недотрог строят, а потом по отношению к одним, да, к другим сразу так кидается, хоп, и этот парень там долго там бился, там деньги там ухаживал, за ней все такое. А она ему нифига, к другому увидела. И сразу к нему хоп, такая прыгнула. Но это и есть, Да, это реальная ситуация это жизненная, реально я такая понимаю, о чем ты социальная говоришь. тема, да, есть такое. И вот таких парней жаль, да. И... Можно вопрос по фильму? Да, по фильму. А давайте девушки сначала, пропустим девушку. Я просто против армии, если Подожди, честно. можно громче. Я против армии. И мне хотелось бы узнать, чему она учит мужчин, парней, не знаю, почему стоит туда... Я могу ответить, Давай. Даже вот по этому фильму видно, что пока ты не идешь в армию, ты такой, как называется, омега-самец, слабак, которому, ну, который просто не хозяин своей судьбы. А мне хотелось вот этот фильм, это как лекарство для бета-самцов, которые могут стать альфа-самцами после того, как его посмотрят. Потому что смотри, вот название фильма даже «Свобода». Альфа-самец, он свободный человек. Он может делать все, что угодно. Он не подвластен девушкам. Подожди, какая здесь свобода, если армия, черт возьми, подчиняет твой мозг, и ты начинаешь подчиняться государству? Давайте без этого сегодня. Обойдемся, это будет долго, я понимаю. Давайте по фильму. Да, по фильму. Какой жанр у твоего фильма? Жанр. Как ты определяешь жанр своего фильма? И второй вопрос. Если вот можешь в одном предложении охарактеризовать, о чем этот фильм?
Хорошо. Ну, знаете, это скорее по сценарию фильм, поэтому я дам слово своему сценаристу Руслану. Руслан, на самом деле я сам не знаю. Что? На самом деле я не знаю, о чем фильм, мне он не нравится. А жанр? Какой жанр? Жанр комедия. Я изначально написал сценарий, он должен был быть довольно драматичным, но... Это что-то объяснит. Но это драма. Какая-то, в чем здесь комедия? Весь Макс, зал. ну, это максимум, ну, я не знаю, это трагикомедия. Смех сквозь слезы. Я понял. Спасибо. А что ты такое написал? Ты написал там дальше, да? Ну, серьезно, расскажи, что ты написал. У него вообще ничего не происходило с ним. Я добавил изюм. Его сдобу. Ну, девушка так не поменяет свое мнение. Вот прям сходу увидев человека и вот так, я не хочу знакомиться, а потом типа раз и все, я твоя. Нет, бывает всякое. Это зависит от харизмы. Если ты харизматичный парень, то... Более высокий, опять же. Ладно, давайте следующий вопрос. А в чем, собственно, драматичность заключается? Ну вот где, куда смотреть, где драма? Потому что ты понимаешь, что не всем можно доверять. Что некоторые есть девушки, да, которым ты не можешь доверять. Что они ставят Они лайки? тебя предают в самый ответственный момент, когда ты ушел в армию на 2 месяца. Представь себе такую ситуацию. Ну, ты представляешь себе, ты в армии, одна сидишь, и ты ждешь, пока тебя навестит этот человек, а когда она приходит, оказывается, что это уже не тот человек, которого ты ждал. Потому что она ставит лайки? Скажите, кому понравился фильм? Поднимите руки. Всем почти понравился. Мне понравился. А кому не понравился фильм, скажите? Мне тоже не понравился. Понравился, не понравился. Ну, примерно 50 на 50. Это спорный фильм. Фестивальное кино поэтому спорный. Ну давайте, девушка. По фильму только. Ну, конечно. Этот парень стал потом альфа-самцом? Ну, вы сказали, что после Он на ваших армии... глазах стал альфа-самцом. А у вас получилось стать альфа-самцом? А, по мне не видно? Что значит альфа-самец тогда? Это человек, который держит женщин в своих руках. Да, это хороший пример. Президент Дональд Трамп. Это один из лучших мужчин. Ну давайте вопрос вам. А что ты хотел донести вот аудитории этим фильмом? Что вот? Ну, в первую очередь, фильм направлен на вот таких жалких, скромных мужчин. Чтобы они поняли, как нужно себя вести правильно в этом обществе. Да, скажите, вы считаете, какая ситуация может произойти вот в реальности? Ну, давайте сценаристу зададим вопрос. Тогда в чем посыл фильма? Ну, понятно, что значит не может? Ты же написал это. Потому что ты очень гротескно это отобразил. Ну, мы оба были режиссеры, я тебе давал шанс снять сцену. Лев, я вот просмотрел этот фильм, и я чувствую, есть такое ощущение за кадром сильной авторской боли, да, но тут возникает такая ситуация, я вот эту боль почувствовал, да, и не важно, что она выражена в форме такого гротеска, но это просто я искушенный зритель. Ну, я опять же плохо понимаю, о чем ты говоришь, может быть, ну, у кого-то еще есть какие-то вопросы? Почему он так плохо бегает? Он нормально бегает. Он не догнал девушку. Сугробы. Сугробы? Да. У него кирзачи на ногах. Ты хоть сам служил, знаешь, что Может, он не кирзачи? хотел ее догонять? Какой бюджет фильма, а? Тогда. 75 рублей актеры, 50 рублей сценарист. Я продюсер фильма, это моя кинокомпания, мы ее только запускаем, будем снимать качественное кино для широкого зрителя. Компания называется «Синемагия». Кто-нибудь еще вопрос по сюжету фильма? Ну давайте. Ксюш, поцелуй — это метафора? Ну, это вопрос чисто к сценаристу. Чувак, ответьте на вопрос. Могу рассказать про философию поцелуев, в принципе. Я как медик могу рассказать. Окей, ладно, раз нет вопросов, то всем спасибо. Все, спасибо. Спасибо, друзья, вы прекрасная публика.
Я надеюсь, вам понравился. Надеюсь, мы перестанем показывать. Лев. Так, слушай, ребята, я не знаю, ты сможешь видеть, что начало Что смотрим дальше? Мы удалим отсюда всех людей, всех рыбаков удаляем. Можно ли снять культовый фильм за копейки? А если даром? Мне просто хочется, чтобы зрители получали удовольствие от фильма. Снимать на кинопленку сейчас дорогие понты. Можно купить цифровой фотоаппарат или вообще и смартфон для этого дела вполне подойдет. И начать снимать кино для народа. Или еще лучше для узкого круга лиц. Ведь чем непонятнее кинообразы, тем моднее фильм. Ну а что, если гений так видит? Почему нынче так модно быть режиссером и чего стоит важнейшее из искусств? Смотрим. Говорят, что из всех искусств для нас важнее всего кино. А еще говорят, что деньги не главное. Если совместить оба тезиса, то окажется, что заниматься главным можно и без денег. Берег Минского моря – место в кинокартинах незаезженное. Ну да, похоже на пиратскую гавань. Один из самых известных молодых белорусских кинематографистов замахнулся не просто на драму в стенах пятиэтажки, а на самую настоящую историческую эпопею. А ближайшие ориентиры его будущей работы, кажется, «Пираты Карибского моря». Ну потому что для меня только одно правило, чтобы кино было зрительское, вот, народное, чтобы зритель ему нравилось, потому что эти все академики, они мало чего понимают. Мне просто хочется, чтобы зрители получали удовольствие от фильма. Вот фильм про пиратов. Всем нравится пиратская тема. А здесь мы берем пиратскую тему, плюс еще исторический, чисто такой наш белорусский контекст. Прямо сейчас он подбирает локацию для будущих съемок и ищет красивые планы. Это будет первый такой фильм, где можно будет гордиться белорусской историей старой. Это времена Полоцкого княжества, кривичи здесь на реках промышляли, грабили корабли. Здесь будет плыть варяжский корабль, а кривичи ему навстречу подрезают. Варяги плывут оттуда сюда, кривичи с берега вброд. Кажется, все хорошо, только люди мешают. Вот это отличная локация. Мы удалим отсюда всех людей, всех рыбаков удаляем, и можно снимать. А еще борщевик. С ним пейзаж выглядит недостаточно аутентичным. Вот здесь нужно скосить все. Тут борщевик,
нужно убрать. Во времена Кривича и Полоцкого княжества не было борщевика. А так можно снимать. Оттуда плывут грузы варяжские, наши Кривичи. Идут отсюда вброд, Кривич стоит на корме, я вот вижу, и их нагибают. Ну, к сожалению, у нас нигде нельзя раздобыть денег, поэтому здесь особая ситуация. Все удастся реализовать малой кровью и практически без затрат. Мы сами там сошьем костюмы, будет много происходить действия в локациях, да, которые мы там построим на даче, трюм. Часть мы сделаем на компьютере сейчас, потому что такие спецэффекты, что можно уже дешево монтировать все на компьютере прямо. История кино знает немало примеров, когда выстреливали проекты, сделанные, как говорят, на коленке. Актеры играли в собственной одежде, реквизит был из картона, а на вторых ролях были приятели или случайные прохожие. Некоторые из фильмов снимались на черно-белую пленку, кое-где это выглядело винтажно, а в фильмах ужасов даже усиливало атмосферу зловещей напряженности. Мы смотрим дальше. 5-10 граммов фтора достаточно для того, чтобы убить человека. Какие еще сюрпризы скрываются в тюбике?